Я нисколько не фанат AI-аватаров, но при этом я понимаю, что у многих из вас есть спрос на то, чтобы создавать контент на полном автопилоте. То есть, чтобы ваш и помощник создавал вам сценарий, дальше ваш AI-аватар озвучивал, создавал видео на основе этого сценария, и дальше, соответственно, все это публиковалось в социальные сети. В этом видео я вам покажу, как это реализовать с помощью сервиса N8N. То есть в этом видео я вам покажу связку, которая будет в определенный период времени, например, там раз в 12 часов, либо раз в сутки, либо раз в несколько суток, искать крутые новости, либо крутые идеи, по которым вы можете снять свое короткое видео Reels, создавать сценарий под эту идею, делать описание, заголовки, дальше все это отправлять в Heygen в связке с Eleven Labs. Почему Eleven Labs в этой связке тоже будет играть? Потому что в Heygen мне не совсем нравится вот русскоязычная речь. То есть, когда мы создаем аватар именно через Heygen, и он озвучивает этот аватар на русский язык, то мне не совсем нравится речь, поэтому здесь мы еще будем использовать связку с Eleven Labs, потому что Eleven Labs сегодня лидер именно по вот этому вот голосу, да, по созданию именно голосу, максимально похожему на вас. И все это будет автоматически публиковаться в те социальные сети, которые вы выберете. Здесь в этом шаблоне выбраны соцсети. Это в первую очередь запрещенная Инста, Facebook, Threads, TikTok, YouTube, LinkedIn, если вы будете создавать контент на английском языке, ну и, конечно же, X, Twitter. То есть здесь представлена связка, где полностью будет автоматизирован процесс создания контента, видеоконтента с вашим аватаром. Давайте приступим. Этот шаблон разработал не я, этот шаблон разработала девушка, она владелец сервиса по автопубликациям в социальных сетях. Она сейчас активно использует именно TikTok для продвижения своего сервиса, у нее там больше нескольких миллионов подписчиков TikTok, и 90% ее видео как раз созданы с помощью инструмента Heygen. То есть у нее там самая премиальная подписка в Heygen. И автопубликация, то есть она создает видео в Heygen и делает автопубликацию, соответственно, на все социальные сети. Insta, TikTok, Reels, то есть YouTube Shorts. Везде она публикует одно и то же видео, которое она создает в Heygen. И когда она узнала вот про сервис N8N, она подумала, что это как раз та самая идея, самая возможность, когда она может создать подобный шаблон и привязать его к своему сервису. То есть здесь автоматизация настроена именно через ее сервис. Я не скажу, что сервис плохой, сервис классный, но у него есть несколько минусов, о которых я вам чуть позже расскажу. Но вот эта вот часть, ее часть, она сделана, соответственно, классно. Единственное, я здесь его немножко доработал и добавил свои элементы. Вообще, мне кажется, когда мы, знаете, работаем над автоматизацией, работаем над созданием шаблонов, очень круто иметь именно единомышленников, которые вместе с тобой могут что-то добавлять, что-то убирать, адаптировать твои шаблоны под конкретные задачи. У нас есть сайт, у нас есть телеграм-канал, в котором собраны как раз все промпты, все видео, все шаблоны по N8N, о которых я говорю в своих видео. Плюс у нас есть там огромное сообщество, больше 500 человек, которые реально фанатеют и работают с сервисом N8N и работают над тем, чтобы создавать своих, не то что AI-аватаров, своих AI-агентов, которые внедряются в различные проекты. Если вы хотите скачать вот этот вот шаблон по автоматизации и созданию AI-аватара, переходите по первому закрепленному сообщению под этим видео, либо по ссылке в описании, переходите в бота в Telegram, и он вам подробно расскажет, как вы можете получить доступ к этому и ко всем остальным шаблонам, которые я показываю в своих видео, либо о которых даже не рассказываю в своих видео. Поэтому переходите, первая закрепленная ссылка под видео, и вступайте в наше AI-сообщество. Там реально классно. Смотрите, у нас, как всегда, есть два пути. Первый путь, вы сейчас вместе со мной строите этот шаблон, либо подобный шаблон именно исключительно для себя. Я вам подробно рассказываю, что, куда необходимо использовать для того, чтобы создать нечто подобное. И второе, вы просто нажимаете три кнопки наверху, Import from File, и устанавливаете вот этот шаблон, который уже есть в нашем AI-сообществе. Ссылка находится под этим видео. Значит, смотрите, в чем здесь преимущество? Здесь AI-агент, то есть весь шаблон поделен на три части. Первая часть, она создает сценарий на основе новостей. Почему здесь на основе новостей взят? Потому что здесь
ищет именно интересные новости по определенной тематике. Сейчас покажу, как это делать и где он эти новости ищет. Второе, он создает аватары, то есть он создает как раз те самые HeyGen аватары, которые есть в сервисе HeyGen, он их подгружает в папку Project, выгружает их, аватары могут разговаривать, то есть видео могут быть как на русском, так и на английском языке. Вот у меня есть несколько аватаров, я их вам могу показать, и присваивает, соответственно, имя этим аватарам, и дальше он эти аватары, как на русском, так и на английском языке, в зависимости от, что вы пожелаете, он, соответственно, отправляет их уже на публикацию. То есть шаблон состоит, грубо говоря, из 3 частей. Первая часть исследует новости и создает сценарий, вторая часть создает аватар, третья часть уже публикует социальные сети, которые нам необходимы. Значит, давайте разберемся с первой частью. Первый триггер — это запуск по времени. То есть у нас идет автоматическая публикация. Здесь настроено, что он 1 раз в сутки в 10 утра, соответственно, этот триггер срабатывает и публикует, и создает новое видео. С этим каких-то сложностей нет. Хотите, там поставьте каждый день, чтобы публиковалось, хотите раз в 12 часов, хотите там раз в 18 часов, либо там раз в несколько суток, как захотите. Здесь следующий элемент — это уже AI-агент, то есть здесь тут же вступает в задачу AI-агент. Значит, что делает AI-агент? В AI-агенте размещен промпт. Сейчас я вам подробно покажу этот промпт. У нас есть он на русском языке, на английском языке. Здесь задача AI-агента — это найти специализированные новости по определенным тематикам. Смотрите, здесь у нас тематика AI и LLMs, то есть искусственный интеллект и, соответственно, нейросети. Что он делает? Он ищет новости по определенной тематике на специальных ресурсах, которые созданы для того, чтобы публиковать сюда новости. Это, значит, сайт называется Search Hacker News, то есть, грубо говоря, поисковый хакер, да, поисковый хакер, который ищет, соответственно, новости. И здесь публикуются эти новости, здесь активное сообщество, здесь есть выборка по времени, по дате публикации, по активности к той или иной публикации. И здесь, на этом ресурсе, он ищет новости, которые посвящены именно искусственному интеллекту, нейросетям. Значит, дальше он, как с этими новостями, давайте я вам включу промпт на русском языке, так будет проще. Вот, промпт агента. Значит, что он делает? Он ищет новости, ищет 10 самых популярных историй с Hacker News за последние 24 часа, связанных с ELLM. Выбирает история, которая с наибольшей вероятностью станет вирусной в социальных сетях. Извлекает статью и комментарий с Hacker News. То есть извлекает не только саму новость, но также извлекает комментарии. Потому что на этом ресурсе Hacker News очень крутое сообщество людей, которые комментируют. Это что-то типа нашего vc.com, по-моему, называется. То есть это раньше называлось Цукерберг позвонит, это сообщество. Вот сейчас оно называется vc.com. По-моему, И, соответственно, там есть активная аудитория, которая комментирует этот контент. И иногда комментарий к контенту намного полезнее, чем сам контент. Поэтому здесь мы вытаскиваем не только саму новость, но и комментарий к этому контенту. Дальше он создает 30-секундный сценарий на основе для монолога и аватара, следуя следующему указаниям. Сценарий должен длиться примерно 30 секунд при устном произношении. Включать много деталей, статистики и статьи. Использовать уровень чтения 6 класса, то есть для того, чтобы максимально охватить широкую аудиторию. Ну и, соответственно, все тексты должны быть написаны на русском языке. Дальше он обновляет первые 2 предложения сценария, используя сенсационные вирусные крючки, которые привлекут внимание зрителей и вызовут любопытство. Добавляет эмоциональные элементы, заменяет последнее предложение на подписаться, чтобы быть впереди мира AI. То есть в конце, чтобы он предложил подписаться. И к этому AI-агенту подключены 2 инструмента. Это стандартные инструменты от N8N. Называется Hacker News. То есть если мы сюда введем Hacker... Так, стоп. Hacker
News. Hacker News Tools. Вот эти вот два инструмента как раз сюда и подключены. Вот они. Первый инструмент, что он делает? Он с главной страницы Front Page ищет по ключевому слову AI новости и вытаскивает, соответственно, эти новости. Дальше, значит, второй, он к этой новости залезает именно в article, то есть в комментарии к этой новости и вытаскивает, соответственно, комментарий. Дальше все эти данные он отправляет в AI-агента, и AI-агент уже на выходе нам пишет контент по этому промпту. Он вытащил какую-то новость, которая с большей вероятностью станет вирусной. Что дальше он делает с этой новостью? Мы ее отправляем для того, чтобы нам сделать три вещи. Первая вещь — это описание к этой новости. Вторая вещь — это название с файла, который будет фигурировать непосредственно в Heygen. И третья вещь — это описание, но с меньшим количеством символов для публикации в таких социальных сетях, как Threads, Twitter. То есть там меньшее количество символов, в отличие от Shorts, от YouTube, в отличие от Instagram, либо Facebook, то есть там меньшее количество символов. В каждой из этих агентов также, это не то, что агент, это OpenAI, сейчас скажу, как называется, OpenAI, вот он, Advanced AI, и вот здесь вот OpenAI, то есть ассистент с OpenAI. Работает здесь все на чат GPT-4o mini, можно поставить более высокую версию для того, чтобы тексты получались круче. Значит, второй промпт, который используется, этот промпт используется для создания уже более длинных заголовков. То есть привет, на связи Игорь Зуевич, это как бы уже моя инициатива. В этом видео мы поговорили о том, как оптимизировать поисковые системы. То есть я им показываю пример, как должен выглядеть, где есть обязательно привет, на связи Игорь Зуевич. Дальше я ввожу его в контекст. Дальше я ему рассказываю, какой стиль я хочу использовать в этом видео, какие слова я бы не хотел использовать в своих видео. То есть здесь набор слов, паразитов, которые, соответственно, у меня есть. Планирование — ваша задача, и, соответственно, на выходе что он должен получить. Начните с приветствия, и на выходе, соответственно, он делает мне вот такое вот описание, которое я могу уже подбирать хэштеги, которое будет публиковаться именно к моему короткому видео. Следующее — это заголовок для нашего видео, для нашего файла в Heygen. Здесь обучение с ИИ, он придумал заголовок. Здесь просто простой промпт, что вот смотри, есть такое-то сообщение, такой-то контент, на основе этого контента создай из 2-3 слов заголовок. И он создает заголовок для того, чтобы мы в будущем могли в Heygen среди всех аватаров находить те заголовки, которые, соответственно, мы использовали. Это уже мы сами делали, это уже дорабатывали промпт. Здесь изначально не было даже заголовка. Дальше короткое видео, короткий текст. Это тот же самый промпт, что в первом видео, но он уже берет то есть здесь нету смысла забивать большой промпт, он берет из длинного описания, делает его с меньшим количеством символов. В идеале здесь еще можно указать количество символов, которое необходимо именно для X и Threads. Но он так и понимает, делает небольшую, то есть сокращает описание для именно тех социальных сетей. Все, по первой части все. Вторая часть уже отвечает за создание AI-аватаров. Значит, что здесь есть? Здесь есть несколько элементов. Первый элемент — Setup Heygen. Что такое Setup Heygen? Setup Heygen — это то, что будет забиваться дальше в Heygen. Здесь очень удобно сделано, что здесь отдельно вынесен Heygen API ключ, аватар ID и Voice ID. Смотрите, для чего это нужно. Ну и, соответственно, background видео. Для того, как это работает. Смотрите. В Heygen, когда мы работаем с Heygen, у нас есть возможность подключить Heygen по API. То есть мы заходим в настройки, настройки своего аккаунта. И здесь есть подключение по API. Вы просто берете и Heygen API и копируете, соответственно, свой API ключ. Все, мы копируем этот свой API ключ и вставляем его уже непосредственно сюда. Здесь будет отображаться наш API ключ. Отлично, API ключ добавили. По поводу первые 10 видео, насколько я понял, у Heygen, они, соответственно, бесплатные. То есть 10 видео вы можете сгенерировать, потестить, все это работает бесплатно.
Дальше нам необходимо выбрать ID аватар. Здесь можно поставить динамический ID аватар. То есть если у вас есть в HeyGen аватары, вы просто переходите в свои аватары, причем даже если они не оплачены на бесплатном тарифе, вы их уже выгрузили, вы нажимаете вот это «Copy аватара Group ID». Копируете, соответственно, этот аватар ID и сюда, соответственно, вставляете. Вот, этот будет ваш аватар ID. То же самое, любой аватар ID, который вы хотите использовать, копируйте, вставляете. Здесь можно его сделать динамическим, то есть расписать еще несколько ID аватаров и поставить рандомайзер для того, чтобы он в случайном порядке выбирал те аватары, которые будут создаваться, для того, чтобы разный контент постоянно был. Здесь также можно поставить ID аватара вот тех людей, которые, соответственно, здесь представлены. Или можно, вот у меня есть сзади зеленый фон, я его не использую, я могу открыть зеленый фон, снять свое видео на зеленом фоне, убрать видео, сделать нечто похожее. И дальше это видео, я думаю, что вы видели, да, такие видео, что есть какая-то новость, там что-то сзади проигрывается, какой-то задний фон, и ваш аватар где-то там присутствует в нижнем, верхнем, правом углу, посередине, и рассказывает, может быть, какую-то новость, либо рассказывает какое-то видео. Вот, то же самое, вы можете снять подобное видео, убрать задний фон и загрузить его сюда, и также добавить сюда, соответственно, ID своего аватара. Но здесь тогда нужно будет прописывать background video URL. То есть здесь тоже можно поставить динамическое, он будет делать сам скриншоты той новости, размещать ее в качестве бэкграунда. Дальше я вам покажу, как это делается. И здесь единственное, будет он в формате не MP4, а именно в формате PNG либо JPEG, для того, чтобы сзади у вас была какая-то картинка. Здесь можно сделать видео бэкграунд, то есть когда вы используете такой аватар, у вас будет сзади, соответственно, не будет фона. Но я здесь не использовал, я использовал свои видео, где есть, соответственно, у меня, то есть есть задний фон, то есть задний фон присутствует. Но можно заморочиться, снять без заднего фона и выгрузить. Дальше, значит, Voice ID. Здесь нам необходимо выгрузить Voice ID. В HeyGen есть возможность использовать их варианты голоса, ну, либо там чьи-то варианты голоса, можете разговаривать на чем-то другом языке, но можно использовать и, соответственно, свои голоса. Вот у меня есть свои голоса, я просто беру, копирую, так, я просто беру и get voice ID, то есть получаю voice ID именно этого голоса. Здесь я могу подкорректировать, например, сделать этот голос именно на русском языке, либо на любом другом языке, который я хочу использовать. И вставляю, соответственно, этот voice ID уже непосредственно сюда. И Voice ID теперь будет использоваться именно этот. Я вам говорил, что один из самых крутых инструментов для создания голоса — это сервис Eleven Labs. Вы можете в сервисе Eleven Labs создать связку для подключения HeyGen с вашим Eleven Labs. То есть вы регистрируетесь в Eleven Labs, дальше заходите в настройки, API-ключ, создаете новый API-ключ, и здесь в разделе с Voice есть такая кнопка интеграция. Eleven Labs, вставляете свой, соответственно, ключ API из Eleven Labs, нажимаете подключиться, и все. И у вас сюда автоматически подгружаются ваши голоса из Eleven Labs. Еще раз говорю, в Eleven Labs намного круче создаются голоса, чем в HeyGen. Мне он больше нравится для создания голосов. Но так как я не использую аватары, то, соответственно, не использую я аватары, я пока не готов к ним. Вот, но голос может, и у вас сюда автоматически добавляются ваши голоса, то есть сюда автоматически добавляются голоса, и вы также копируете ID этих голосов и добавляете уже сюда. После того, как вы все это добавили, у вас начинается создаваться ваш AI-аватар. Здесь прописаны данные, да, что должно быть в вашем AI-аватаре. То есть это обычный запрос, который он отправляет в сервису HeyGen. Здесь подгружается ваш API-ключ. Вот мне вот эта вот тема очень зашла, что мы просто пишем API-ключ и автоматически подгружаем ее из предыдущей ноды. Я почему-то до этого не догадался. Но еще раз говорю, когда мы вместе что-то делаем, когда большое количество людей что-то делает вместе, то мы получаем более крутые новые идеи. И дальше здесь расписан, соответственно, JSON файл. В JSON файл, в чем здесь главная особенность? Во-первых, мы пишем, соответственно, аватар, да, вот указываем ID аватара, то есть здесь автоматически указывается ID аватара. Дальше, значит,
аватар стиль, там, нормальный. Здесь можно подкорректировать вашего аватара для того, чтобы он, например, был в левом углу, либо в правом углу, либо ровно посередине. Вот мы здесь этим корректируем. Дальше, voice. Voice, значит, также подгружается ID voice. Текст, который будет зачитывать voice, он подгружается именно с того контента, который мы создали, с нашего первого AI-аватара, AI-агента, который создает этот текст. И здесь мы должны прописать, значит, если мы используем с задним фоном, то мы, соответственно, здесь прописываем, соответственно, true. Если мы используем аватары, как у меня, где есть уже задний фон, то мы прописываем false. То есть, как бы задний фон добавлять, либо не добавлять. Если добавлять, он прописывает, откуда необходимо добавить этот задний фон. Если нам нужен текстовый задний фон, то есть сзади, чтобы была картинка статичная, мы здесь просто прописываем текст, и картинка будет статичная. Добавляется URL этой картинки. Например, ваш аватар вытаскивает не только текст, не только пишет текст для вашего сценария, он также вытаскивает оттуда какие-то картинки. И этот ID этих картинок мы можем ставить сюда, URL этих картинок. Также и здесь настройка разрешения вашего видео 9 к 16, 720 на 1280. И, соответственно, титул. Титул — это заголовок файла. То есть, как у нас наши AI-аватары изначально будут в любом случае добавляться в Project и в Heigen. Вот это вот название файла и есть титул. То есть он будет автоматически присваивать тот титул, который он создал. Все. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Дальше, значит, эта вся система запускается и идет ожидание. Ожидание идет 8 минут. То есть он не сразу же создает, потому что если мы сейчас нажмем, у нас будет создаваться AI-аватар, и он будет создаваться в течение там какого-то периода времени. В среднем это 8-10 минут. Но не в среднем там меньше, там 5 минут. Но чтобы как бы подстраховаться, и все равно эта работа будет происходить автоматически, здесь идет задержка 10 минут. После того, как задержка прошла 10 минут, мы получаем, соответственно, уже готовый аватар, который добавляется в первую очередь в Heigen, и также добавляется и выгружается вот по такой ссылке, то есть вот по такой ссылке. Ссылка эта также сюда прописывается, и мы можем, соответственно, отсюда выгрузить этот видео для нашего аватара. Вот оно, видите, выгрузилось, это вот видео обучение с ИИ. То есть это видео выгрузилось, и оно теперь как бы доступно для публикации. Все. Здесь прописывается видео ID, то есть название, и вытаскивается, соответственно, ключ от Heigen. Все. Аватар наш готов. Что делать дальше? Дальше происходит третья часть. Третья часть, где мы уже публикуем в социальных сетях. Я не фанат не только AI-аватаров, но также, когда у тебя достаточно большие социальные сети, неважно, там Инста, YouTube, еще какой-то. Я, знаете, вот такой старовер, что я пока все делаю вручную. То есть у меня был просто один негативный опыт в 2016 году, когда мой аккаунт чуть не угнали, поэтому я теперь не доверяю различным сервисам, где у меня расположена социальная сеть. Стартануть без проблем, но когда у тебя уже достаточно большие социальные сети, я как бы не доверяю автоматизации, я лучше потрачу время и, соответственно, сделаю все вручную, потому что я не доверяю, соответственно, сервисам. Могут быть теневой бан наложен, может быть еще что-то произойти, то есть может произойти какая-нибудь фигня. Но здесь можно подключить, соответственно, автоматизацию. Все, что нужно сделать, опять прописать Batata API ключ. Вот сервис Batata — это как раз и сервис владельца вот этого, то есть разработчика этого шаблона. И здесь мы что делаем? Мы получаем API ключ от сервиса Batata, копируем этот API ключ и вставляем, соответственно, сюда. Сервис Batata — это сервис автоматизации, и как раз сервис автоматической публикации в социальных сетях. Там есть еще большое количество прикольчиков, которые доступны. То есть здесь можно подключить, видите, все социальные сети. Просто подключаете, и система выдает вам ID каждой социальной сети. И вы здесь публикуете те ID, которые вам необходимы в тех социальных сетей, которые вы будете использовать. Дальше, значит, эти данные подгружаются. И здесь уже в зависимости от
того, что мы будем использовать, например, вот Batata API ключ, хорошо, URL, ссылка на URL аватар, для того, чтобы он скачал, соответственно, наш аватар, для того, чтобы он смог опубликовать. И дальше публикуется, например, в Instagram. Здесь вытаскивается наш ID, Batata API ключ, и здесь прописывается, соответственно, ID нашего Инстаграма. Ничего сложного нет, есть подробная документация на сервисе Batata, то есть для того, чтобы, может быть, пост сделать каким-то более интересным. То есть здесь есть полная документация, что можно добавить, что можно убрать, как это делается. Здесь, соответственно, вся эта инструкция есть, ничего сложного нет. Те, кто разбирается с подобными кодами, я, например, с этим не разбираюсь, поэтому я просто копирую подобные коды, копирую страницы, отправляю все это в чат GPT и говорю: слушай, да, помоги мне с этим разобраться. Хорошо. И дальше, соответственно, идет публикация. То есть публикация в социальные сети. В данном случае это публикация в Instagram. Он подгружает видео, подгружает описание. Публикация в YouTube, публикация в Twitter, публикация в Threads, Facebook, в TikTok, еще какая-то социальная сеть Blue Sky, я даже не слышал про такую социальную сеть. И, соответственно, публикация уже в LinkedIn и в Pinterest. Такая возможность тоже есть. Все, идет автоматическая публикация с помощью сервиса Batata. Минус сервиса Batata, то есть, по идее, мы сюда можем прикрутить любую автопубликацию, взять какой-нибудь русскоязычный сервис и, соответственно, с ним работать. Можно использовать Batata, но в Batata нет пробного периода. Там минимальный тариф, по-моему, 20 или 39 долларов, и 7 дней триал период вам дается какое-то количество, соответственно, токенов для публикации. Но мне показалось, что 39 долларов, хотя что это там, 4000 за то, что он будет публиковать, соответственно, эти видео. Ну, в принципе, можно, да, заплатить, но можно посмотреть, поискать другие сервисы, альтернативы для того, чтобы публиковать все это в социальных сетях. Все, то есть таким образом мы создаем сценарий, создаем аватары и публикуем все в социальных сетях. Мне кажется, это круто. Еще раз говорю, что для того, чтобы получить этот шаблон, вы просто переходите по ссылке под этим видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки находятся под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Изучайте сервис N8N, создавайте агентов. Ну и, конечно, подключайтесь к нашему AI-сообществу в Telegram. Ссылки под этим видео. Пока.